Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши подписки, комментарии, лайки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы давным-давно работали уже, ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. То есть блестящие, видите, какие блестящие. Так, идем дальше. Моточек 100 грамм. В 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Вот как раз та самая металлическая ниточка. Пока не забыла, сразу назову вам цвет. 452. В принципе, на камеру передается такой, как он есть на самом деле. Так, и нам здесь советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот такая вот моя рабочая лошадка, крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из летней, из демисезонной, из зимней пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться вообще по-разному. То есть у меня он будет смотреться по, так скажем, по-особенному, да, у вас может быть совсем по-другому. То есть пробуйте, не останавливайтесь на такой же пряже, как у меня. Самое главное, когда возьмете пряжу, правильно прочитайте точно так же инструкцию, подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Мы с вами договаривались, что если схемка хорошего качества, я ее вам показываю. Если плохого качества, естественно, я вам не даю ломать глаза, да. Если у меня, в принципе, схемки нету, то, естественно, мне вам нечего давать. Но сегодня схемка есть, схемка хорошего качества, читабельная, разноцветная, вы все поймете. Те, кто уже умеют работать со схемками, да, опытные мастера, которые заходят на мой канал, вяжите самостоятельно. А те, кто не умеют вязать по схемкам, да, новички, повторяйте за руками, но обязательно смотрите на схемку, как изображается тот или иной элемент. Так вы самостоятельно научитесь быстро читать все схемки и самостоятельно будете работать. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 3 петельки. Я давайте наберу 10 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и одну дополнительную, чтобы узорчик ровно закончился, я буду набирать 31 воздушную петельку. Ну, а вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала, как всегда, делаем петельку фиксации, и при наборе петелек данную петельку не считаем. А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот моя цепочка из воздушных петелек, мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, мы с новичками делаем вспомогательный ряд. Ну, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, да, мы сделаем столбики с накидом, а в столбиках мы точно не запутаемся. Для начала 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Первые 3 петельки это имитация столбика с накидом, считаем за столбик, и вот эти 3 петельки стоят на 4-й. Поняли, да? Накид. Дальше по порядку следующая петелька цепочки. Нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. Дальше накид. И прям четко по порядку. В каждую петельку вот так вот мы провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. По итогу количество столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Вот я набрала 31 воздушную петельку, значит, у меня получится 31 столбик с накидом. У вас может быть свое число, больше, меньше, сколько вы набрали петелек. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Не забывайте, что первые 3 петельки, да, это столбик с накидом, имитация столбика, считаем за столбик. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится.
Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Тут будьте внимательны. Мы все время с вами делаем имитацию столбика с накидом. 3 делаем воздушные петельки, да? Но сегодня сделаем всего лишь только 2 воздушные петельки. Повторяйте, потом принцип поймете. Раз, два. Поворот. Делаем накид. И в следующий столбик, второй, вот мы первый провязали, вот во второй столбик нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. И в следующий по порядку столбик, в третий получается, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке, не провязываем. Накид. Теперь будьте внимательны. Один столбик пропускаем, и вот в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. У нас теперь 3 петельки на крючке. И 3 петельки вместе. Оп. Провязали. За один раз. У нас получилась вот такая вот как бы рогаточка наоборот, да? Вот такие вот 2 ножки. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Накид. По порядку следующий столбик. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Накид. Один столбик пропустили. В следующий нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Держим на крючке. И только теперь провязываем все 3 петельки вместе. Оп. Опять вот такие вот у нас ножки получились, видите? То есть как бы рогаточками вниз. И между этими рогаточками вниз находятся вот такие вот окошечки по 2 воздушные петельки. Опять 2 воздушные петельки. И точно так же по порядку следующий столбик. Нырнули, вытянули, провязали. Стоп. Накид. Столбик один пропустили. Следующий. Нырнули, вытянули, провязали. Стоп. И теперь все 3 петельки вместе. Оп, и все. Вот у нас уже третья, получается, рогаточка вниз, третьей ножки. И вот так вот вы шагаете до конца ряда, ничего сложного. Будьте внимательны. И все, и у вас все получится. И мы с вами в конце ряда встретимся и посмотрим, что в итоге у нас получилось. Договорились? Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Вот такая картина получается. И заканчиваем мы ряд точно так же, как и начинали. Итак, мы сделали после последних наших ножек 2 воздушные петельки, накид, и у нас остается 2 столбика. Раз и два. Имитация, да, столбика. Итак, в первый столбик нырнули верхушечку, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид. И там, где у нас 3 петельки подъема были предыдущего ряда, мы в третью петельку аккуратненько так вот нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. И теперь 3 петельки провязали вместе. Оп, все. Ряд наш закончен, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь работаем с нашими окошечками. Вот с этими 2 воздушными петельками. Итак, в первое окошечко нырнули, вытянули, вначале накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке, накид, сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и точно так же третий раз провязали третий столбик не полностью, стоп, и теперь 4 петельки провязали вместе, оп, и зафиксировали их вот так вот, чтобы они у нас никуда не разбежались. То есть мы с вами провязали 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Дальше воздушная петелька, накид. Перепрыгиваем к следующее окошко. И провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. С общей верхушкой. Раз, провязали все вместе и обязательно зафиксировали, чтобы наши столбики никуда не разбежались. Воздушная петелька. И точно так же следующее и во все последующие окошки провязывайте по 3 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, два, три, 4 петельки вместе. Оп, и обязательно зафиксировали. Видите? И у нас с вами получаются вот такие вот интересные бубочки, шишечки в данном ряду. И вот так до конца ряда. Справитесь? Я думаю, что справитесь. В
В конце ряда мы с вами встречаемся. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики над окошечками. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали последние 3 столбика с общей верхушкой, зафиксировали, так. И теперь, помните, у нас предыдущий ряд начинался 2 воздушные петельки и столбик с накидом, да? Вот, они как бы с общей верхушкой. Так вот, в общую верхушку вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Все, и наш ряд закончен. Все ровненько, аккуратненько. Дальше, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, здесь мы должны сделать с вами 1 воздушную петельку по узорчику. Итого получится 4 воздушные петельки, чтобы узорчик наш красиво лежал. Теперь смотрите, что мы делаем. У нас здесь получается вот между нашими столбиками, да, предыдущего ряда по 1 воздушной петельке. Мы будем работать с этими воздушными петельками. Итак, вначале мы шагаем, возвращаемся сюда, вот в столбик наш самый первый. Вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп, держим на крючке. Дальше, смотрите, перепрыгиваем наши столбики вот в окошечко. И в окошечко провязываем точно так же столбик не до конца, держим на крючке. И теперь все 3 петельки вместе. Оп. Дальше 2 воздушные петельки. Вначале мы провязываем с вами в это же окошко, возвращаемся. Столбик с накидом не полностью. Раз. Накид. Перепрыгиваем в следующее окошко. Точно так же. Столбик не полностью. 2. И потом все 3 петельки вместе. Оп. У нас получаются вот такие вот ножки. Точно такие же ножки у нас были вот в нашем первом ряду нашего узорчика. Здесь точно такие же ножки, просто в шахматном порядке. Опять 2 воздушные петельки. В начале первая ножка, возвращаетесь в это же окошечко. А вторая ножка нашей рогаточки перепрыгиваем в следующее окошечко. И провязываем 3 петельки вместе. Оп. Опять 2 воздушные. 1, 2. Вначале в это же вернулись окошко. Потом в следующее окошко. Окошки, помните, да, у нас из воздушной петельки. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Ну, скажите, не сложно, да? То есть повторяем первый ряд, просто он смещен в шахматном порядке. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, ножки. Все ровненько, аккуратненько, несложно. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот мы провязали последние 2 ножки, так? Сделали 2 воздушные петельки. Теперь накид. Возвращаемся опять в это же окошечко. Провязываем первую ножку, не полностью столбик с накидом. Накид. И там, где у нас 3 петельки подъема, 3 петельки, мы в 3-ю петельку аккуратненько вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки стоп. И теперь 3 петельки все провязываем вместе. Оп. Вот наша последняя рогаточка. Так, а теперь смотрите, делаем накид. И сюда же, в эту же 3-ю петельку подъема предыдущего ряда провязываем просто 1 столбик. Все, наш ряд закончен. Дальше. Будьте внимательны. Здесь 2 воздушные петельки подъема. 1, 2. Поворот, накид. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. Дальше. Воздушная петелька. Теперь смотрите, перепрыгиваем вот в наше окошечко. Будем опять работать с окошечками. И провязываем, мы уже провязывали так, 3 столбика с накидом с общей верхушкой. 1, 2, 3. Теперь все 4 петельки вместе. Зафиксировали. Так, чтобы у нас столбики никуда не разбежались. Воздушная петелька. Перепрыгиваем в следующее окошечко. Точно так же. 1, 2, 3. Теперь все 4 петельки вместе и зафиксировали. Потом воздушная петелька. То есть мы с вами так уже провязывали. Вот наш второй ряд. Мы провязывали точно такими же столбиками. Здесь получается 4-й ряд точно такой же, просто сдвинут в шахматном порядке. Видите? То есть точно такие же столбики, просто они немножко сдвинуты. И все. А так все то же самое. То есть вот так вот продолжаете провязывать в окошечках до конца ряда столбики с накидом по 3 столбика с общей верхушкой. Зафиксировали и воздушная петелька. Угу.
Все, давайте самостоятельно. Мы уже так провязывали, несложно, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, провязали мы опять наши столбики. Вот что у нас по итогу получается. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы провязали 3 наших столбика с общей верхушкой, зафиксировали, сделали воздушную петельку. И теперь, смотрите, переключаемся вот там, где у нас были, помните, 3 столбика подъема. Мы переключаемся на 3-й столбик и провязываем, смотрите, столбик с накидом 1, не полностью. И сюда же столбик с накидом 2, не полностью. И провязываем все петельки вместе. Оп, все, наш ряд закончен. Далее 2 воздушные петельки, внимательно, 2, раз, 2, поворот, и делаем накид, и вот в наше окошечко, вот это вот, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и теперь 2 петельки вместе, оп, 2 воздушные петельки, опять вернулись в это же окошечко, и в следующее окошечко провязываем точно такие же рогаточкой, которые перевернуты у нас, да, вот такие вот ножки. Опять 2 воздушные петельки, вернулись в это же окошечко и в следующее окошечко. То есть мы так с вами уже провязывали, и мы с вами именно точно так же провязывали самый первый ряд. Видите, вот он, самый первый. То есть мы, получается, сам по себе узорчик 2 ряда. Рогаточка, столбики, потом сдвинулись немножечко, да, рогаточка, столбики. Все, опять рогаточка, столбики, рогаточка, столбики. То есть через каждые 4 ряда, раз, 2, 3, 4, повторяется. Раз, 2, 3, 4. Поняли, да? А сам по себе узорчик 2 ряда. Ничего сложного. Ничего даже запоминать, да? Все очень просто и легко. Давайте провяжем на несколько рядочков побольше, да, чтобы увеличить наш образец. Посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что интересно, не сбито, как бы, да, просто оригинально, доступно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у меня по итогу получается. Вот такая вот блестящая сегодня красота. Несложно, очень просто. Узорчик очень быстро растет. Кто вязал со мной вместе, пишите в комментариях, согласны ли вы, что узорчик быстро растет. Узорчик, с одной стороны, кажется, что он двусторонний, да, но мне кажется, данная сторона более, так скажем, ровная, плоская, а вот эта сторона более выпуклая. То есть столбики немножко смотрятся выпуклее, и мне кажется, эта сторона будет лицевой. Попробуйте из вашей пряжи. Точно так же получается, что одна сторона более выпуклая, а одна, наоборот, гладенькая. Пока вязала, думала, куда можно применить данный узорчик. Из летней пряжи это, конечно, маечки-топики. То есть дырчатый такой интересный узорчик, и тем более, я же говорю, повторюсь, быстро растет. Из пряжи, с которой вязала я, то это палантины. Очень будут красивые, блестящие палантины. Вы можете попробовать связать из большой толстой пряжи, зимней, кардиган, жилетки. Мне кажется, будет смотреться очень шикарно. Как вам? Подбрасывайте идейки в комментарии. Угу. Итак, из моей пряжи, смотрите, вот так вот чуть-чуть тянется. Вот так тянется чуть больше. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому пробуйте, вяжите обязательно образец перед тем, как вязать какое-либо изделие. Давайте замерим. Итак, я набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, у меня это получается 14 сантиметров. То есть у вас может быть больше, меньше, в зависимости от вашей пряжи, от крючка, от плотности вашего вязания. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И первый наборный 10. Тут у меня, ну, вот 10,5 сантиметров. То есть вот такая вот моя плотность вязания данного узорчика из данной пряжи. Вот. Как вам сегодняшняя красота в копилочку ваших узорчиков? Несложный узорчик, но в то же время доступный, быстро растет, хорошо смотрится, да? Пишите комментарии, отзывы, сохраняйте себе в плейлисты. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.